coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming. Приветствую вас, товарищи, с вами Холдым, и мы продолжаем проходить игру Nostalgia The Berlin Wall. Да, пришло время мне наконец-то вернуться в эту игрульку, потому что, как-то слишком уж долго, вам эта игра прям зашла. Из-за этого, сделаем, как вы хотите. Давайте теперь продолжим наши попытки сохранить Хонекера. Так, вот они, ивентики, которые надо вам прочитать. Давайте первый. Греческий вопрос. Скоро в Греции пройдут парламентские выборы. Сейчас у власти находится Андреаса Паландреу Пасок, всегреческое социалистическое движение, стоящее на позициях левой социал-демократии и выступающее за дружбу с соцлагерем и СССР. Правда, в последнее время страну сотрясают скандалы, направленные против власти. Потому оппозиционная партия «Новая демократия» имеет все шансы на победу. Конечно, не факт, что им удастся выиграть, но может стоит помочь правящей партии дипломатически задействовать нашу агентурную сеть. Как вариант, мы можем поддержать оппозицию, тем самым показать нашу демократичную позицию всему миру. Но, возможно, нам стоит просто проигнорировать ситуацию. Во-первых, в Греции же не социалисты, а социал-демократы. Чего к ним пристали, блин? Почему это мы должны поддерживать фашистов? Политическая поддержка, финансирование и грамотная работа наших агентов позволила Пасок сохранить свой имидж и уверенно держать победу на выборах. Вернувшись на пост премьера, Папандреу заявил о расширении сотрудничества с социалистическими странами и призвал НАТО глубже участвовать в программе новой международной разрядки. Такс. Устраиваем провокацию. А теперь битва спецслужб. Недавние события, связанные с оппозиционным ростом реформаторских идей в партии и народе, при том, что наша страна долгое время была стабильна, натолкнули аналитиков, спецслужб и партийцев на мысль о том, что эта оппозиция имеет искусственное внешнее происхождение. Скорее всего, на нашей территории по приказу Горбачева действует сеть агентов КГБ, пытающихся дестабилизировать страну и толкнуть ее на путь перестройки. Проследив за истоками и членами общества, мы, наверное, сможем раскрыть эту сеть, однако стоит решить, как это сделать. Можно развернуть пропаганду, показав истинную сторону обещаний Горбачева, что поднимет нашу популярность в народе и упростит работу спецслужб, так как весь народ поднимется против шпионов. Но это означает прямо пойти против СССР. Можно тихо изловить агентов и выдворить их в СССР, позаботившись о том, чтобы они не развернули сеть заново. И что не даст такого мощного пропагандистского эффекта, но позволит передать Горбачеву наше недовольство, без прямой конфронтации. Однако более умеренные партийцы опасаются как прямой, так и скрытой конфронтации с Горбачевым и предлагают созыв его на честный разговор, показать нашу демократичность, договориться о проведении многопартийных выборов, попросить взамен убрать агентурную поддержку оппозиции. Нам придется ограниченно разрешить деятельность других партий, да и уже существующая оппозиция останется. И разрешить хоть и лишившись мощной поддержки, но если повезет, то так мы сможем избежать ссоры с СССР и траты наших сил. Разумеется, мы тихо поймать шпионов и экстрадировать в СССР. Потому что мы не должны вставать на путь буржуазной демократии. Это ложь и это буквально, считай, является просто смертью. Для ГДР становление на путь, капитализма — это смерть, смертельно. Ладно, если остальные страны, Венгрия, Польша, Румыния и все остальные, максимум кроме Югославии, так как если Югославия пойдет полностью в капитализм, то она все равно развалится. Все остальные варианты — это буквально развал страны, абсолютный. А для нас это прекращение существования, так как нас просто аннексируют. Агенты спецслужб начали расследование. Вскрыть сеть советских агентов оказалось непросто, но в конечном итоге они были разоблачены, а с помощью их ресурсов и информации спецслужб
спецслужб смогли без лишнего шума почти полностью развалить созданные ими оппозиционные организации, хотя им пришлось постараться. Агенты КГБ были тихо высланы в СССР, Горбачеву было неофициально передано наше недовольство. Он, конечно, не обрадовался, но оценил то, что мы не стали придавать дело огласке. А теперь день. Индийско-пакистанский конфликт. Участившиеся стычки на границе спровоцировали Индию начать боевые действия. Вплоть до этого дня ситуация развивалась в ее пользу. Боевые действия шли на пакистанской территории, и его армия терпела поражение. Однако в данный момент при посредничестве СССР и многих других стран идут переговоры между Индией и Пакистаном. В каждой из этих стран чрезвычайное положение, что означает откладывание выборов в Индии ноября 1989 на неопределенный срок. Мы тоже можем участвовать в миротворческом процессе, однако сможем ли мы что-то сделать? Легко предсказать, что, скорее всего, Пакистан найдет большую поддержку, нежели Индия, так что затягивать переговоры единственное, что у нас хватит сил. С другой стороны, ценой потери репутации мы можем попытаться совсем сорвать переговоры, однако последствия этого неизвестны. Всячески саботировать переговоры. Так как Пакистан поддерживает маджахедов в Афганистане, а это будет сильный удар по ним, потому что Афганистану придется очень сильно точнее маджахедам и Пакистану придется сильно напрячься. В результате наших провокационных действий переговоры затянулись. Ситуация тянется как и раньше, но конфликт перешел в тлеющую стадию. Ну и пофигу. А теперь сейчас я кое-что сделаю. Так, я здесь. Я уже тут прожил пару дней. Пару лет тут прошло довольно спокойно. Так, сейчас у нас что? Да, сейчас будет Киберсин. Вот. Думаю, вы скажете, ну, я немножко перескочил, так как дальше там ничего не будет. Наследие Альенде. Товарищ Хонекер добился невозможного. Он сумел повторить подвиг Альенде, свергнутого неолиберальной военной кликой. Наши стремления не пропали даром, и мы теперь можем добиться процветания через эффективную, быструю и математически точную работу. Пришло время строить свой собственный Киберсин у нас в стране. Но хватит ли у нас денег, и не зашла ли техническая лихорадка слишком далеко, о чем твердят некоторые наши партийцы? Ну, разумеется, нет. Строим Киберсин. Несмотря на предупреждение некоторых, приказ о построении национального Киберсина был отдан. В честь памяти Альенде на его территории был открыт одноименный бюст. Впрочем, начинают идти слухи, что вслед за ним может прийти и новый Пиночет. В регионе была организована бесперебойная сеть снабжения всеми видами товаров и координация предприятий. Магазинов, складов и транспорта значительно улучшилась. Так что можно говорить не только о прорыве научном, но и в экономическом. Отлично! Тихо. Что мы делаем? Мы помогаем, кажись, тут. И Рафу, вот хотелось бы Рафу одержать поддержку, ну ладно. Надо, главное, не позволить упасть поддержки соцлагеря слишком низко. А то будет повторение, а то будет фа-фа-фа. А то будет очень плохо и неприятно. Так, что мы можем сделать вообще? Ну, что бы я хотел, это отодвинуть ограничения подальше. Ну ладно, не будем. Не буду тратить на это время. Хотя, можно, конечно, но это слишком дорого. Нет, это дорого. Так, Афгану можем помочь? Нет, не можем. Можем консерваторов поддержать и кредитик Советскому Союзу выдать. Можно выдать кредитик Советскому Союзу. Так чисто. По-дружески. О! Благоприятный обмен. Вы, Панаме, генерал Норьего, задержан представителями американской администрации и перевезен во Флориду, где он должен предстать перед судом в связи с обвинениями в контрабанде наркотиков. Однако сторонники Норьеги предложили нам обменять генерала с помощью наших спецслужб, а взамен мы получим небольшую благодарность в виде его счетов в европейских банках. Впрочем, мы сможем это осуществить только если у нас достаточно
развитые агентурные сети. Да и даже в данном случае ЦРУ будет недовольны. Однако деньги ведь нужны всем, особенно нашему золотовалютному резерву. Спешу заметить, что в узких кругах нашей партии, особенно среди военных, ходит идея неизвестного авторства об устранении Норьеги, чтобы весь мир подумал, что его убили американцы под страшными пытками. Конечно, не будут довольны ни американцы, ни сторонники Норьеги, и мы не получим ни копейки, но американцы будут вынуждены хотя бы на время утихомириться и преуменьшить свои амбиции. Разумеется, создать международный переполох. Благодаря слаженным действиям нашей агентурной сети Норьеги умер от яда, который вызвал у него сильные судороги. Это мгновенно вызвало переполох в западных СМИ, в которых сообщалось о смерти генерала в результате пыток. США заявили о смерти Норьеги из-за болезни, однако в это верится далеко не все. Отлично. Еще подмога. Сейчас будет что-то... Убить Гитлера. Насколько вы помните, в нашей стране существует такое народное предприятие, как Роботрон, производящий еще разную электронную продукцию. Несколько сотрудников, побывавших за границей, заметили, что на Западе сильно развита игровая индустрия, и теперь просят у нас помощи для создания чего-то подобного. Учитывая наши последние достижения разработки, разработчики обещают создать игру, которая перевернет всю индустрию. И ее суть является прохождение уровней с победой над различными боссами и финальным. Они задумали самого Гитлера, которого предполагается убить различными способами на выбор игрока. При этом они просят у нас совет насчет того, кем должен быть главный герой. Мы можем попробовать использовать это в своих целях, да и игра обещает стать революцией в индустрии, но влетит ее разработка в копеечку. О нет, сейчас я перезайду. Сейчас. Это мы пропустим. Сейчас я кое-что сделаю. Это нам нужно, так как это поддержка соцлагеря. Так, я здесь. Да. Профинансировать и предложить немца-коммуниста из испанской интербригады. Тельмана. Давай попробуем. Тельмана. Мы выделили весьма большую сумму на создание этой игры. Игра, в которой главным героем оказался бывший боец 11-й интербригады имени Тельмана, воевавший в Испании, а ныне сражавшийся с фашистами, произвел фурор в индустрии игр. Она стала невероятно популярной как у нас, так и в социалистических странах, ровно и в самом СССР. Правда, их индустрия развита не слишком сильно, и поэтому доходы от продажи игры не такие высокие, как могли бы быть, но все равно вполне окупающие затраты. В западном мире она была принята в основном нейтральной из-за главного героя и уменьшения роли борьбы США против гитлеризма. Ну, отчасти это правда, блин. США практически ничего не сделали в борьбе с Гитлером. Ну, блин, правда. Они же ничего не сделали. Как бы, да. Вы ничего не сделали, товарищи американцы. Вы забыли? Что это? Дало реформы вследствие ухудшающегося положения социалистического блока Румыния решает организовать новый торговый договор, новое торговое соглашение и негласно вступить в тайный альянс против либеральных реформ. Мы можем начать переговоры и вступить в альянс с Румынией и привлечь другие страны СЭФ. Также консервативное крыло Политбюро спецслужбы генералитета говорит, что этого договора будет недостаточно и предлагают выкупить чертежи ядерного оружия у Румынии. Это будет стоить больших финансовых затрат и работы агентурных сетей, но в случае успеха у нас появится шанс обзавестись ядерным оружием, или, возможно, нам вовсе не стоит рисковать и просто проигнорировать данное предложение. Но, разумеется, заключить договор с Румынией и пригласить страны СЭФ. Не будем пытаться ядерное оружие получить. Нам Чаушеску его не даст, собака. Он нам не даст наше ядерное оружие, он его нам не даст. Вот злой, он очень злой такой человек, он злой. Не хочет он давать нам ядерное оружие. Как обидно. Обидно, честно говоря. Обидно. Ух. Так, извиняюсь, пришлось отойти. Вот я на месте. Так, давайте. Заключить договор с Румынией и пригласить страны СЭФ.
Мы наладили тесные политические и экономические связи с правительством Румынии и заключили негласный договор о взаимопомощи и подавлении любых нежелательных реформ. В альянс вошли мы, Польша, Чехословакия, Румыния, Болгария, Монголия, Вьетнам, Куба, Албания. Да, Греция, конечно, с Югославией и Венгрией не согласились с собаки. Мы не сможем их к себе затянуть. А вот с румынами мы такой негласный договор заключили. Да, их не получится в альянс затянуть, потому что нужно 60, блин. Чтобы союз, это нужно 80. Вот союз, пригласить вас в экономический союз, нужно 80. А 80, я не знаю, каким образом тут вообще можно его заключить. А можно тут союз заключить? Нет, не получится, СССР в СЭФ. Ладно. Так, ну, первым делом, что бы я хотел бы сделать... Ой, извиняюсь. Так, у нас идут исследования вообще? Ядрить, у нас исследования не шли. Ёшкин кот. Совсем что-то я подзабыл про них. Это плохо. Так, давай-ка тогда я теперь... Вот что бы я хотел бы сделать, это построить еще одну военную базу. Чисто так. На всякие пожарные. Главное, у нас стабильность соцлагеря практически на 100% стоит. Все, теперь у нас все нормально с соцлагерем. Мы даже можем кредитик опять выписать Советскому Союзу. Почему бы и нет? И СОРМ давай развивать теперь. СОРМ будем развивать. Теперь у нас еще и поддержка партии теперь будет только расти. Потому что теперь попытаться нас разъединить получится. О! Что это? Ответ Живкова. Недавно в Болгарии произошла попытка переворота. Реформаторское крыло БКП на пленуме потребовало снять Живкова, но заранее готовившийся к этому повороту событий руководитель Болгарии решительно разгромил оппозицию, признал ее антипартийной группой и начал чистить партию от сторонников Петра Малденова. Правда, консервативный лидер пошел на мелкие уступки, которые, впрочем, не шли вразрез с его прошлыми попытками реформ. Разрешение малого бизнеса в сфере услуг, начал создание СЭС для привлечения иностранных инвестиций, упростил миграционную политику, разрешив свободно и навсегда уезжать из страны. Стоит ли поздравить товарища с успехом и продолжить сотрудничество? Или лучше не навлекать на себя гнев Москвы и Вашингтона и осудить застой? И стоит ли вообще делать этот выбор, если Живков сам сумел справиться с ситуацией? Разумеется, поддержать решительные действия Живкова. Мы официально поздравили Живкова с разгромом противников социализма и предложили в дальнейшем развивать сотрудничество между нашими странами. Болгария с радостью приняла это предложение, поскольку Москва уже осудила разгром реформаторов. Наши противники внутри страны тоже не упустили возможности для критики нашего режима, а в партии возникли опасения перед чисткой. А тут что? Их борьба. В Никарагуа вот уже 10 лет бушует кровопролитная гражданская война между правительством Сандистского фронта национального освобождения, поддерживаемого Советским Союзом, и оппозиционным правительством Контрас, спонсируемым США и их союзниками. Несмотря на последние правительственные успехи в наступлении против контрреволюционеров на фоне перестроечных изменений внешней политики СССР, сандистское руководство вынуждено было пойти на переговоры о мирном урегулировании, и буквально через месяц состоятся президентские выборы, в которых, скорее всего, СФНО и его лидер Даниэль Савендра из-за продолжительного экономического кризиса проиграть Национальному оппозиционному союзу во главе с Виолеттой Чаморо. Мы помогаем правительству Никарагуа с самого начала войны и думаем, с помощью наших агентурных сетей мы смогли бы увеличить их шансы на победу. Или же поддержим оппозицию, показав наши продемократические намерения всему миру. Как вариант, мы можем вовсе проигнорировать выборы. Отправить агентурную помощь СФНО. Благодаря слаженной работе наших спецслужб СФНО смог выиграть выборы, и Даниэль Савендра остался в президентском кресле. Лидер страны уже объявил о продолжении курса на сотрудничество с социалистическим лагерем. Хоть гражданская война и окончилась, но у Никарагуа все еще впереди.
Отлично! Просто конфетка, 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 конфетка. Кредитик Советскому Союзу, консерваторы, ту-ту-ту. Кредитик давайте Советскому Союзу выдадим. Так, что у нас еще теперь по обзору? Давай обзор глянем, на всякий. Что у нас ситуация теперь с Советским Союзом? Нормально, 85% поддержки Союза. А если мы продолжим давать ему кредитики, то, возможно, даже что-то да выйдет. Буду надеяться, мы успеем до выхода Советского Союза все-таки все это организовать. Так, теперь, что будем делать? Надо, вообще, давай в экономике я кое-что сделаю. У нас пока что идет политика, пока что давайте промышленность построим, потому что промышленность никогда не бывает лишней. Дополнительные бабки нам очень понадобятся для слаженной работы наших военных. Либерализация в СССР. В рамках политики перестройки в 1989 в СССР были проведены первые частично свободные парламентские выборы. Уже тогда КПСС получила 1957 мест из 2250 мест в парламенте. Однако уже в марте 1990 года Третий съезд народных депутатов отменил 6-ю статью Конституции СССР, которая законодательно утверждала руководящую роль КПСС. Были приняты другие поправки в Конституцию СССР, допускающие многопартийность. Была зарегистрирована первая в СССР легальная оппозиционная партия ЛДПС. Однако мы не предавали идеи марксизма, и в нашей стране доселе сохранялась лидирующая позиция правящей партии в рамках Национального фронта. Тем не менее, некоторые партийцы предлагают показать всему миру наши принципиальные взгляды и распустить оппозиционные партии. Не может быть никаких компромиссов. Мы распускаем оппозиционные партии. Сегодня мы показали всему миру, что наша страна не зависит от изменений из СССР. И до конца года будет стоять до конца будет стоять на оппозициях марксизма. Уже сейчас сотрудники спецслужб задерживают крупных либеральных деятелей, а также происходят самороспуски других ранее действующих партий. Теперь любая оппозиция официально запрещена в нашей стране в рамках борьбы с классовым геноцидом. Товарищ Хонекер в своем выступлении сказал следующее. С данного момента деятельность либеральных движений и движений буржуазных идеологий не приветствуется в стране как носители идеологии классового геноцида, направленные на физический геноцид классов крестьянства и рабочих, в угоду наживе класса буржуазии и олигархов, когда рынок регулирует численность населения через нищету и маргинальство, чтобы работников было не больше того, что нужно текущему извлечению прибыли, и чтобы население было грамотным лишь в узких рамках простых профессий, ведь классовый геноцид подразумевает не только физический и материальный геноцид, но и моральный, отупление масс, дабы не было конкуренции правящему классу, дабы люди не умели думать и мыслить и жили в обмане. Новая терминология о классовом геноциде уже вошла в учебники истории нашей страны. Но, честно говоря, ни капельки это не ложь, честно говоря, это даже очень даже правдивая, по правде ее, политика. Вот тут, честно говоря, я скажу честно, тут все правильно. Тут, по правде, сейчас все правильно. Это сейчас в нашей стране, в России и во многих странах то же самое. Народ просто отупленный, он отупевший и только может работать на простых работах. И не задумывается о своем положении и причинах, почему он на таком уровне живет. Звонок Горбачева. Только что Хонекер лично пообщался по телефону с Горбачевым, причем именно последний был инициатором данного разговора. Сначала Михаил Сергеевич поздравил нас с надвигающимся праздником и создал теплую атмосферу обсуждения дальнейшего дружественного развития наших отношений. Однако затем призвал нас начать перестройку в стране, а также провести первые свободные выборы, пока у нас есть еще возможность не попасть под волну перемены народного недовольства. Данный разговор выбил всех нас из колеи. Однако, стоит ли нам прислушиваться к данному звонку, используя такие системы, как
джерримендринг, или же стоит попросту разрешить многопартийность и провести честные тайные выборы? А может, время пришло, и мы просто обязаны дать как можно больше свободы для обеспечения частных и прозрачных выборов с полной свободой избирательных кампаний? Разумеется, мы не будем изменять идеалам социализма и проигнорируем совет. Товарищ Хонекер мудро решил не следовать совету Горбачева и всеми силами сохранять завоевание ленинизма. Пусть они там у себя в Москве переклеивают обои, а здесь ремонт уже не нужен. Чехословакия. Бархатный размен. По нашим данным, президент Чехословакии Густав Гусак планирует сделать своим преемником одного из деятелей КПЧ Мариана Чалфу. Однако, по данным нашей разведки, Чалфа симпатизирует либеральным идеям, поэтому его назначение на пост президента может существенно изменить политическую обстановку в Чехословакии. Что ж, раз уж у нас есть компромат, мы можем передать его по Густаву Гусаку, однако заодно мы можем убедить его остаться на посту. Но надо ли это нам? Конечно, это покажет непоколебимость социализма в Чехословакии, но может и раздразнить чехословацкий народ. Разумеется, мы показать компромат и убедить его остаться на посту. Потому что социализм в Чехословакии должен остаться в живых, как ни странно. Чё что сказать. Либералы нам не нужны, это удар нам в спину, считай. Чехословакия это кузня социализма, она нас снабжает очень многим, а если она падет, то нам будет очень трудно. Президент Чехословакии поблагодарил нас за содействие, а Марин Чалфа был раскритикован в политбюро и исключен из партии. Затем Гусак прислушался к нашему совету и остался во главе государства, вызывая недовольство среди диссидентства и законспированной оппозиции. Народ не ждет чего-либо хорошего, но и критика не выходит за рамки кухонь. Вот и хорошо, как говорится. Как говорится, хорошо. Остаемся верны социализму и пытаемся сейчас... Ой, сейчас скажите, будет что-то плохое. Ну ладно, надо копить деньги. Копим деньги, копим деньги, копим деньги, копим деньги. Ой, сейчас скажите, будет что-то плохое. А нет, что-то в Венгрии. Что это? А вас я прошу остаться. 45 лет прошло с окончания войны с Третьим Рейхом, но сегодня один из депутатов СПГ выступил с необычной инициативой. Он напомнил, что 20 лет назад была издана книга Юлиана Симонова «17 мгновений весны», по которой был снят культовый телесериал. Он предложил поставить легендарному киногерою памятник возле старейшего ресторана Берлина «Последняя инстанция», где по сюжету любил бывать киногерой. Однако, если подумать, можно было бы даже немного разработать на популярности Штирлица. Построить кафе «Элефант» и поставить памятник перед ним, а также создать маршрут по местам фильма. Конечно, деньги всегда не бывают лишними. Опа! О, а теперь у нас даже есть шанс, что мы сможем все-таки деньги поднакопить. Затея, похожая на первоапрельскую шутку, неожиданно пришлась по душе руководству. Было решено не только построить памятник, но также воссоздать знаменитое кафе «Элефант» и поставить его перед ним. Также теперь гостям Берлина предлагают экскурсию по местам из мгновения. На торжественном открытии была приглашена съемочная группа и многие актеры, которые были удостоены различных наград ГДР. Благодаря популярности Штирлица в СССР и даже в соцлагере, Берлин собирается посетить немало туристов, благо из-за перестройки это сделать гораздо проще, чем раньше. Венгрия. Герой-убийца. По нашим сведениям, Корой Гросс, генеральный секретарь ЦК ВСРП, получил от советского руководства архивные данные о Имре Наде, человеке, который возглавил венгерское восстание 1956 года. В документах говорится о сотрудничестве Нади с НКВД в период 1937-1938 годов, а также о его инициативной и бескорыстной работе. Помимо этого, в документах упоминается о доносах, которые Нади писал на венгерских коммунистов, работавших в Коминтерне. Учитывая внутрипартийное недовольство действиями Гросса, а также его желание сохранить социализм в Венгрии, публикация этих документов могла бы сыграть свою роль в укреплении его положения. Намекнуть ему на необходимость публикации документов.
Гросс прислушался к нашему совету, и СМИ растиражировали новости об двуличности лицемера Имре Нади. Сам лидер Венгрии укрепил свое влияние в стране и планирует дальнейшее проведение мягких реформ в рамках социализма, не отказываясь от руководящей роли в СРП. В соответствии с документами, имевшимися в архиве КГБ СССР, Имре Нади активно сотрудничал с НКВД и писал доносы на работающих в Коминтерне венгерских коммунистов. По допросам, собственноручно подписанными Имре Надем, были арестованы десятки человек, из которых 15 были расстреляны или погибли в лагерях. Он имел агентурную кличку Володя. И, как отмечали его начальники, работал инициативно, и умело и бескорыстно. Материального вознаграждения не получал. Вот это да. Да. Ну и бескорыстный ты наш товарищ, конечно. Бескорыстный. Бескорыстный собака-предатель. Предатель социализма венгерского. Совершеннолетие. Только что представители нашей делегации вернулись с внеочередной сессии СЭФ. На ней советская сторона заявила об отказе оказания помощи в рамках организации отмены льготы, переходе на рыночные цены по взаимоотношениям. На рыночные цены во взаимоотношениях. Ошеломленная чехословацкая делегация заявила: но в таком случае нам придется выйти из СЭФ. На что представитель СССР ответил: ну и выходите, да пожалуйста. Прекращение взаимопомощи очень губительно скажется на нашей экономике. Поэтому нам нужно что-либо предпринять. Однако, может, это тот самый момент, когда чтобы остановить развращение ленинизма со стороны Советского Союза, мы можем попытаться договориться со странами, которые еще остались верны идеалам марксизма, и распустив старый СЭФ, создать новый. Однако это возможно лишь в том случае, если мы полностью заменим СССР во все оказываемые им ранее помощи и льготах союзникам. С другой стороны, смысл в членстве СЭФ остается все меньше и меньше. Может, это наш шанс на членство в западном экономическом сообществе? Но, разумеется, выделить деньги из бюджета. Мы защитим завоевание ленинизма. Наше предложение нашло не только поддержку среди консервативной части СЭФ, но и среди либеральной, которые как раз и имели мысль покинуть СЭФ под шумок разлада в его рядах. Оставшиеся же мы вынуждены будем кормить сами. Венгрия вступила в СЭФ. Отлично. Мы живы, товарищи, и мы на этой очень хорошей ноте остановимся. Пипец, это сколько? 29 рублей, это почти 30 рублей мы выделили на воссоздание нового СЭФ. Ну а чего, хотите? Конечно, столько дармоедов. Чехословакия, Польша, Румыния, Болгария, Албания, Венгрия, Греция, там может быть, Югославия там может быть скоро будет. Это пипец, сколько денег нужно, ё-моё. Так, а давайте посмотрим напоследок на обзор ситуацию. Смотрим. Ядрить 50%. Нам нужно срочно выделять поддержку консерваторам, иначе Советский Союз развалится. 50% поддержки, ядрить, квадрить. Ой-о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 й. Ладно. Будем надеяться, все пройдет успешно. Изучение Сорма и сельхоза идет полным ходом, возможно, мы все-таки выживем. Ну и как мы видим, даже народ сильно недоволен. Даже недовольство народа не видно. Мы развивающиеся социалисты. Ядрить! Какого хрена ли внедрение плюрализма? Какой плюрализм? Хотя, ладно, пусть будет. Все равно все партии запрещены нахрен. Мы полностью контролируем вообще все. Мы контролируем всю партию. Пускай там они будут в своих маленьких сообществах что-то там твердить. У них все равно поддержка у них нулевая. Ой, нет, народ все равно недоволен. Собака он недоволен, смотри. Ну и пофигу. У них нету ностальгии, из-за этого они ничего не сделают. И у нас уровень жизни просто огромный. 70%. 70, уровень жизни. Депрепутация, авторитарист.
И соцлагерь 10%. Ну, нормально, 100% стабильности. Ну, ладно. Неплохо. Посмотрим, куда нас дальше заведет судьба. Буду надеяться, мы все-таки выживем. Так, давайте я сохранение сделаю, так как я забыл в один раз сделать сохранение, а потом жалел об этом очень долго. Вот. Сохранение. Вот, 90-й год. Ну, как мы видим, ситуация более-менее стабильная еще. Стабильная еще все. Соцлагерь жив, все живы. РАФ я бы поддержал, но денег на это пока что нет. Буду надеяться, вам понравилось. Ставьте лайки, пишите комментарии. Я, возможно, в комментариях напишу еще несколько интересных фактов о ГДР и ее захватом ФРГ, возможно. Просто для интереса, если кому интересно. Ну и, может, какие-то еще другие вещи придумаю, почему бы и нет. Новые вещи очень даже нам пригодятся, почему бы и нет. Новые факты. Ну, хотя бы мне будет интересно покопаться в истории ФРГ, ГДР. Да, пишите новые игры, которые вы можете предложить, какие-то наподобие вот таких вот игр политических, социализма, вот этим всем. Ставьте лайки, если понравилось, заглядывайте в описании, там будет ссылочка на мой Discord сервер и на Discord сервер по Доки-Доки. Буду рад вас там видеть. И жмите на кнопочку подписаться и на колокольчик, чтобы не пропускать выхода новых интересных игр на нашем уютненьком канале. И с вами я, товарищи, конечно же, не прощаюсь. Слава Ходокеру! До встречи!